Доброе утро, зрители Stop Game. Вы смотрите InFact. Некий мистер DigiDay, ссылаясь на своих инсайдеров, сообщает, что в Grand Theft Auto 6 будет своя стильная, модная, молодежная платформа метавселенная. По словам инсайдеров, Rockstar ведет переговоры с топовыми авторами контента для Fortnite и Roblox, а также с умельцами, создающими контент непосредственно для GTA. Разработчики задались вопросом, смогут ли творцы из народа, располагая материалами и ассетами игры, создавать что-то новое внутри GTA 6. В теории это можно будет использовать для сотрудничества с брендами, как в той же Roblox. Некоторое время назад Rockstar приобрела команду CFX-RE, ответственную за FiveM и RedM, одни из самых популярных инструментов по созданию ролевых серверов для GTA 5 и Red Dead Redemption 2. Пока что беседы разработчиков с контент-мейкерами ни к чему конкретному не привели. Остается неясным, какую выгоду получат сами народные умельцы за перенос своих творений в GTA 6. Но если все получится, у Fortnite и Roblox появится сильный конкурент. Новый спин-офф Якудзы Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii стартует в ближайшие дни. Sega разрешила прессе опубликовать свои финальные мнения насчет игры. Глянем, что говорят. Градус безумия выкрутили на максимум. Pirate Yakuza in Hawaii называют по-настоящему веселой и увлекательной игрой про пиратов с кучей упоротых историй. Новый боевой стиль Мадзимы один из самых веселых и гибких во всей серии на сегодняшний день. В целом боевка выполнена отлично, бои на кораблях тоже получились неплохими. Основной сюжет вот может немного разочаровать. Он не идет ни в какое сравнение с основными частями серии, да и другие спин-оффы ему дадут прикурить. Новые персонажи не производят особого впечатления, а злодеи недостаточно проработаны, чтобы испытывать к ним по-настоящему сильные чувства. Пиратская Like a Dragon вышла уж очень короткой, основной сюжет пробегается за 8-10 часов. Если вы не фанат Like a Dragon, то, скорее всего, можете пока пропустить эту часть. К такому выводу пришел один из рецензентов. Pirate Yakuza in Hawaii станет доступна 21 февраля на ПК, PlayStation и Xbox. Стартовал очередной проект от Don't Nod — Lost Records Bloom and Rage. Вернее, первый эпизод из двух. Пишут, что это удивительно искренний портрет отрочества. Сверхъестественная история о взрослении точно украдет ваше сердечко. Захватывающая тайна, сильный каст персонажей и ностальгическая атмосфера 90-х, которая идеально передает дух эпохи — это главные преимущества игры. Однако впечатления смазывают всевозможные гличи и баги. Если фанатеете от других игр студии, Lost Records — отличное пополнение коллекции. Соответственно, если не фанат, то подумай. Так говорят журналисты. Игроки же, в свою очередь, тоже в проекте не разочаровались. Пока что обзоров мало, всего 150, но рейтинг в Steam составляет внушительный 91% положительных отзывов. Bloom and Rage уже вышла на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Второй эпизод ждем в апреле. Совсем недавно студия Relic Entertainment возвещала о том, что работать намеревается не только над крупными играми, но и над проектами поскромнее. Для второго направления даже придумали особое название — Relic Labs. И вчера команда анонсировала первую игру в рамках этой инициативы — Earth vs. Mars. Пошаговая стратегия о вторжении марсиан на Землю и противостоянии им местных обитателей. Благодаря устройству Splice-O-Tron земляне научились создавать гибридов из людей и животных, вроде человека-носорога, коровобелки и так далее. С помощью них и воюют. Компания состоит из 30 миссий, на протяжении которых мы будем открывать новых существ, улучшения и способности для нашего полководца. Но и враги при этом также эволюционируют. Игра поддерживает онлайн, в котором можно повоевать как за марсиан, так и за землян, режим отдельных сражений против ИИ, а также редактор карт и сценариев. Earth vs. Mars стартует летом 2025 в Steam. А вот Nintendo, наоборот, решила одну из своих инициатив прикрыть. Раньше игроки могли получать золотые монетки, покупая игры для Switch в официальном магазине Нинки. Эти монетки можно было использовать, чтобы получать скидки на последующие покупки. Так вот, именно эту систему и отменили. Вернее, отменят 24-25 марта. Последние монетки за предзаказы отсыпят, а потом все. Потратить их надо будет до 31 марта 2026. Потом они просто потеряют ценность.
ценность. Есть скромное предположение, что монетки отменяют, так как скоро будет полноценно презентована новая Switch, и может как раз для нее готовят аналогичную программу? Гадать будем до 2 апреля, когда состоится очередная Nintendo Direct. Хоррор Karma The Dark World обзавелся датой выхода. 27 марта мы отправимся исследовать альтернативную Восточную Германию 1984 года. В шкуре оперуполномоченного работника корпорации Левиафан мы будем погружаться в сознание преступников, проводить следствие, искать улики, опрашивать подозреваемых и все в таком духе. Нам обещают мрачную историю о любви и утрате, где все не то, чем кажется. В означенную дату игра появится на ПК и PlayStation 5, а на Xbox Series Karma заглянет попозже. Завтра в Sea of Thieves начнется 15-й сезон. Он выпустит в Воровское море 2 новые тварюги — огнедышащего и электрического мегалодонов. Глобальное обновление настигло Братство Охотников. Теперь вы сможете стать их эмиссаром, ходить под их флагом и набирать репутацию с увеличенной скоростью. Кроме того, появились особые рейд-путешествия, для которых Братство организует уникальные награды. И новые задания от братской рыбалки. Немного позже в игру завезут новую животинку и метательные копья. И, наконец, добавят журнал Пираты 15-го сезона, свежий пропуск грабителей, больше предметов в лавке и прочую мелочевку. Какой фанат Fallout New Vegas не мечтал о ремейке или о ремастере? Но вряд ли кто-то мог подумать, что ремастер попытаются реализовать в качестве мода для второй The Sims. У авторов этой безумной затеи уже удалось добавить гулей, броню Легиона Цезаря и некоторые здания, а также переработать интерфейс игры, чтобы он больше соответствовал стилистике постапокалипсиса. Ну а местность можно будет воссоздать благодаря редактору кастомных карт SimCity 4. Они как раз пригодны для переноса в The Sims 2. Интересно, что из этого выйдет. А еще мне вот все было интересно, что же в итоге вышло из новой цивилизации. А Миша Галкин взял и выкатил видос. Заходите по ссылке к нам на сайт и узрите. А у меня на этом все. Приятного аппетита и до новых встреч!